Всех приветствую на нашем канале. Сегодня хочу снять ролик. Спасаем нашу брусчатку. Так, ей 6,5 лет. Вот так после зимы выходит, выкрашивается. Потом у нас что? Солевые вот эти высолы образуются. Аж целая пена стоит. Сразу, когда новая была, я, если честно, ее побоялась чем-то обрабатывать. Потому что боялась испортиться, вдруг будет что-то шелушиться. Не стала. Но сейчас ей уже терять нечего. Так, и сегодня я начала покрывать ее материалом, называется и там и гидрофобизатор, и лак. То есть лак придает вот такой оттенок. Если бы была просто серая плитка, наверное, я бы использовала, может быть, подешевле вариант гидрофобизатор. Но так как она цветная, а лак, все-таки этот состав, он придает немножко яркости. Так, сейчас вам сниму, чтобы было наглядно видно. Так, справа не обработанная, слева вот уже я на один слой обработала. Немножко дает мокрый эффект. Материал вот такой. На паузу поставите, посмотрите. Брала его на Озоне. Так, сейчас у нас август, но пока тепло, решила я все это дело сделать. Так, здесь тоже я уже на один слой обработала. Вот он сейчас подсох. Пройду вторым слоем. Просто гидрофобизатор мы брали, мы заборы обрабатывали. Он, если материал цветной, он дает белесый такой налет. И вы ничем его уже не исправите. И нет у него блеска. Вот. Нашей плитке получается уже 6,5 лет. Думаю, уже терять ей точно нечего. Хуже не сделаем. Поэтому решила обрабатывать вот таким материалом. Ну да, плиточка сразу стала поярче. Все наши эти сколы, то, что выкрашилось, надеюсь, зафиксируется. Я не думаю, что у него прям долговечный эффект. Скорее всего, потому что у нас очень пыльно. Все это будет стираться. Но в любом случае, на какой-то период все это хватит. Я думаю, а потом, в случае чего, можно будет опять его покрыть. Так что продолжаем. Потом конечный результат я сниму. Да, вот так вот выкрашивается. Была идеальная гладкая плиточка. А за 6,5 лет вот что с ней произошло. Так, а здесь вообще она почему-то выгорела. Так, я брусчатку, получается, сегодня полностью вымыла хорошо. Потом помыла полы прям шваброй, чтобы обеспылить. Так, кстати, пробовала вот таким валиком. Мне не понравилось. Взяла вот такой вот, не знаю, не меховушка, он как он называется, как много ниток. Прикрепила к длинной палке и хожу. Так, бордюры вот здесь, получается, около плитки. Я вот такой кисточкой обрабатываю, тоже на палку привинтила, чтобы не нагибаться. Прохожу на 2 раза, а потом уже валиком тоже, что захватывается. Он очень быстро сохнет. Один участок обработали пока до конца, уже впереди все высохло, уже можно повторно наносить второй слой. Так, у меня новый участок работы. Это до. Сейчас покрасим, посмотрим.
Кстати, забыла сказать, что этот материал очень жидкий, практически как вода. А за счет этого, мне кажется, более экономно расходуется. Так, ну вот, я обработала, здесь не обработала, потому что там кое-что сделать надо. Эффект хороший. Лак, как я уже говорила, очень жидкий. Желтизна, ну, прям чуть-чуть желтит, не как прозрачный, как вода, чуть-чуть желтит. Но мне сейчас в любом случае не хватило 18 литров. Так, 18 литров получается. У меня ушло грубо, я так без рулетки на глаз, где-то 50-60 квадрат. На 2 жирненьких слоя. Вот сейчас я еще жду, у меня еще много чего обрабатывать. Вот, так что мне еще понравилось, что вот эти швы между плиткой, у меня здесь по зиме, по весне мох растет. Пылью забивается, в любом случае растет мох. Вот он хорошо тоже в эти щели заходит. Буду надеяться, что и пыль будет меньше туда забиваться, лучше вымываться. И мох расти не будет. Так, ну все, основное я показала. Надеюсь, кому-то это видео пригодится. Всем удачи, мира и добра. Так, еще хотела сказать, что думала, скользкое будет. Лак этот получается глянцевый, блестит. И я думала, будет скользко. Нет, вы знаете, не скользко. Как-то он, такое ощущение, и по нему идешь, как будто немножко как прорезиненный состав. Так что вроде пока не скользит. В мокрой обуви не знаю, что-то не успела я проверить. Но в сухой не скользит. Так, вот здесь уже порядок навела.